Подобие 8. Много есть родов избранных и кающихся во грехах, но по мере покаяния все будут иметь награду в добрых делах своих. Пастырь показал мне заросли ивы, покрывшие поля и горы, в тень которых пришли все призванные в имени Господа. И подле этой ивы стоял славный, весьма высокий ангел. Он большим серпом срезал с ивы ветки и раздавал их народу. После того, как все получили ветки, ангел положил серп, но дерево осталось таким же целым, каким я видел его прежде. Очень я удивился этому, а пастырь сказал: «Не дивись, что дерево осталось невредимо после того, как срезано было с него столько веток. Подожди, что будет дальше, и станет понятным тебе, что все это означает». Ангел, раздававший ветки, потребовал их назад. Он подзывал людей, они подходили в том же порядке, в каком получали, возвращали ветки. Ангел Господень принимал их и рассматривал. От некоторых он получал сухие, как бы изъеденные молью ветки, и тем он повелел встать отдельно. Те, которые вернули ветки сухие, но не тронутые молью, тоже встали отдельно. Особо встали и те, кто принес ветки полусухие и с трещинами, и те, чьи ветки были наполовину сухие, наполовину зеленые. Некоторые возвращали ветки на 2/3 сухими, а на 1/3 зелеными, а некоторые наоборот, на 2/3 зелеными и на 1/3 сухими. Ангел их также поставил отдельно. Иные подавали ветки полностью зеленые, и только малая часть их, самая верхушка, была сухая, и они были потрескавшиеся. А в других ветках было совсем мало зеленого. А у большинства людей были такие же зеленые ветки, какими они их и получили. Ангел весьма радовался им. Иные отдавали ветки зелеными и с молодыми побегами. Ангел принимал их также с большим удовольствием. У некоторых зеленые ветки были и с новыми отростками, и с плодами на них. Мужи, возвращающие такие ветки, приходили с очень довольным видом, и сам ангел был весьма весел, и пастырь тоже радовался. Потом ангел Господа велел принести венцы. Принесены были венцы, словно сплетенные из пальмовых листьев, и ангел надел их на тех мужей, ветки которых были с отростками и плодами, и велел им идти в башню. И других мужей, ветки которых были зеленые и с побегами, но без плодов, послал туда же, дав им печать. На всех входивших в башню была одежда белая, как снег. В ту же башню послал он и тех, которые возвратили свои ветки такими же зелеными, как приняли, дав им печать и белую одежду. По окончании этого он обратился к пастырю: «Я пойду, а ты впусти их внутрь стен, на то место, какого каждый заслужил. Но прежде рассмотри внимательно их ветки. Следи, чтобы кто-нибудь не миновал тебя. Если же кто пройдет мимо, я обличу их перед алтарем». Он удалился, после чего пастырь сказал мне: «Возьмем у них ветки и посадим их в землю. Может быть, некоторые из них зазеленеют снова». Я удивился: «Господин, каким образом могут снова зазеленеть ветки, которые уже засохли?» Он ответил мне: «Это дерево, ива,
и оно всегда любит жизнь. Поэтому если эти ветки будут посажены и получат чуть-чуть влаги, очень многие из них опять зазеленеют. Попробую, полью их водою, и если какая из них сможет ожить, порадуюсь за нее. Если же нет, по крайней мере, видно будет, что я не был небрежен. Потом пастырь приказал мне позвать их в том порядке, в каком они стояли. Подошли они и передали свои ветки. Получив их, пастырь каждую посадил по порядку. И, рассадивший, так обильно поливал их водою, что вода полностью покрыла их. Полив, он сказал: «Пойдем, а через несколько дней воротимся и посмотрим все ветки. Ибо сотворивший это дерево хочет, чтобы были живы все пришедшие от него ветки. А я надеюсь, что после того, как эти ветки политы водою, очень многие из них оживут, напоенные влагою». Я попросил: «Господин, объясни мне, что означает это дерево. Я недоумеваю, почему оно остается целым, ведь срезано с него столько веток, но не видно, чтобы от него что-нибудь убавилось». «Слушай», — сказал он, — «это большое дерево, покрывающее поля и горы и всю землю, означает закон Божий, данный всему миру. Закон этот есть Сын Божий, проповеданный во всех концах земли. Люди, стоящие под сенью Его, означают тех, которые услышали проповедь и уверовали в Него. Величественный и сильный ангел есть Михаил, который имеет власть над этим народом и управляет им. Он насаждает закон в сердцах верующих и наблюдает за теми, которым дал закон, соблюдают ли они его. У каждого есть ветки. Ветки означают также закон Господа. Видишь, многие из них сделались негодными. И ты узнаешь всех тех, которые не соблюли закона, и увидишь место каждого из них. Почему же, Господин, одних Он отослал в башню, а других здесь оставил при тебе? Те, которые приступили закон, от Него принятый, оставлены в моей власти, чтобы покаялись в своих преступлениях, а которые удовлетворили закону и его соблюли, находятся под собственную его властью. Кто же, Господин, те, которые увенчаны и вошли в башню? Он ответил: это те, которые вели борьбу с дьяволом и победили его. Те, которые, соблюдая закон, пострадали за него. Другие, которые возвратили ветки зелеными и с отростками, но без плодов, это те, которые хоть и потерпели мучения за тот закон, но не вкусили смерти и не отреклись от своего закона. Те же, которые возвратили ветки зелеными, какими и взяли, суть кроткие и праведные, которые жили с чистым сердцем и соблюли заповеди Божьи. Остальное ты узнаешь тогда, когда пересмотрю ветки, которые я посадил в землю и полил. Через несколько дней мы возвратились туда, и пастырь сел на месте того ангела, а я стал подле него. И он велел мне подпоясаться полотенцем и помогать ему. Я подпоясался чистым платом, сделанным из мешка. Видя, что я готов служить ему, он сказал:
«Зови тех мужей, ветки которых посажены в землю, в том порядке, в каком каждый их подавал». И отправился я в поле, созвал всех, и они стали на свои места. «Пусть каждый вынет свою ветку и подаст мне», — указал он. Прежде всего подали те, у которых тогда были ветки сухие и гнилые. И так как они опять оказались загнившими и сухими, то он повелел им встать отдельно. После подали ветки те, у которых ранее они были сухие, но не гнилые. Одни из них подали ветки зеленые, а другие сухие и загнившие, как бы тронутые молью. Тем, которые подали ветки зеленые, велел он стать отдельно, а тем, которые подали сухие и загнившие, велел стать вместе с первыми. Потом подали те, чьи ветки были полузасохшие и с трещинами. Многие из них принесли ветки зеленые и без трещин, а некоторые зеленые, имеющие побеги и даже плоды, как те, которые увенчанные вошли в башню. Другие подали сухие и поврежденные, иные сухие, но не гнилые, а некоторые полусухие и с трещинами, какими и прежде были. И всех их пастырь разделил на группы, повелел каждой стать отдельно.